Приветствую всех на канале. Во время своей очередной прогулки по улицам города Харькова меня посетила идея побывать на улице Примеровской. Тем более неоднократно меня просили показать эту улицу. Тихая и скрытая от посторонних взглядов улочка Примеровская, такая короткая и старинная, соединяет Московский проспект и площадь Фейербаха. Кто и почему дал ей такое название, неизвестно. Но факт, первое упоминание ее как улицы встречается в 1848 году. А уже в 1881 году в путеводителе по Харькову значится, что на улице расположено 29 домов. Уже тогда ей присвоено название Премьеровская или Примеровская. Под номером 4 можно увидеть дом, которому уже более 100 лет. Здесь проживала семья цеховых рабочих. В 1913 году по проекту архитектора Петра Толкачева на месте старого дома возвели трехэтажный доходный дом в стиле модерн, который сейчас внесен в реестр памятников архитектуры. Сегодня это обычный жилой дом. Примеровская – одна из немногих улиц города, которая ни разу не меняла собственного названия. Селились здесь в основном военные, рабочие и ремесленники, только в нескольких домах дворяне. Интересен тот факт, что спустя 100 лет количество домов здесь практически не изменилось. Многие из них остались в прежнем виде, часть понемногу приводят в порядок, остальные, увы, в не очень хорошем состоянии. В небольшом особняке под номером 6, который сейчас перед вами, жил исполняющий должность псаломщика Иван Твердохлебов. Автор дома неизвестен, но он также выполнен в стиле модерн. Улица Примеровская, 9. Жилой дом. Автор неизвестен. Дата постройки – конец 19 века. Заметил, что на улице Примеровской очень много домов, которые продаются. Мы еще не один раз за время нашей прогулки увидим баннеры о продаже домов. Кстати, улица Примеровская славилась на весь губернский город домами с красными фонарями. И вот на этой улице поселился Дмитрий Боголей. Личность в истории Харькова уникальная. Это авторитетнейший ученый-историк, наиболее известный летописец города и последний дореволюционный харьковский городской голова. На месте огромного дома, который сейчас перед вами, раньше было домовладение, которое, как сообщает историк Андрей Парамонов в статье «История харьковской проституции до 1917 года», имело своеобразную репутацию дома терпимости. И только в 1891 году он был окончательно закрыт, просуществовав несколько лет. Улицу Примеровскую пересекает переулок Почтовый, в который мы заглянем в конце нашего видео. Поверьте, он достоин того, чтобы его посмотреть. Почти перед выходом улицы к Московскому проспекту, к ее нечетной стороне, примыкает переулок Рыжовский. По этой же стороне улицы, сразу за переулком, прежде стоял дом купца-промышленника Рыжова. В 1979 году на этом месте возведено здание Дома партийно-политической пропаганды, проспект Московский, 75. Ныне в здании работает Харьковский региональный институт государственного управления Украинской академии государственного управления при президенте Украины.
Предполагается, что на месте небольшого треугольного сквера у пересечения Московского проспекта и Примеровской, который сейчас перед вами, находился водоем, созданный при постройке Харьковского водопровода компании «Рейс Идиль» в 1881 году. На этот факт указывает Устинов, приводящий перечень таких водоемов. Один из них располагался по Старомосковской улице напротив дома Рыжова. А это тот самый Харьковский региональный институт Государственного управления Национальной академии Государственного управления при президенте Украины. Структурное подразделение Государственного высшего учебного заведения. Современная изюминка улицы Примеровской – мурал с портретом актрисы Натальи Фатеевой на доме номер 22. Он здесь появился в августе 2016 года. Фатеева родилась в Харькове в 1934 году. Нарисовали мурал на новостройке. Площадь портрета составляет около 500 квадратных метров. Ну а сейчас давайте с вами прогуляемся по Почтовому переулку, как я вам и обещал. Прогуливаясь по данному переулку, который находится между площадью Фербаха и улицей Примеровской, можно запросто очутиться за 100 с лишним лет от современности. По крайней мере архитектурной. Сейчас это почти центр города, но были времена, когда место считалось окраиной, за Харьковым микрорайоном. Тогда в этих домах чаще всего селились мещане, рабочие, изредка люди из сословий побогаче. Столетия спустя на этой улочке срослись и дома из ушедших эпох, и наши с вами современники. Старые здания Почтового переулка, похожие на обнищавших дворян, явно породистых, но уж очень бедно одетых. Стены требуют капитального ремонта, но порой не получают элементарного косметического. Особое внимание привлекает почтовое отделение, которое возвели в 1911 году. Оно построено в стиле модерн. Дорогие друзья, сегодня была великолепная прогулка по улице Примеровской и Почтовому переулку. Я благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!